что все это так закончится. Итак, мы пришли на премию «Человек года JQ», где отдают премии лучшим писателям, художникам, людям, спортсменам и прочим бла-бла-бла. Я думаю, что все люди, которые сегодня номинированы, они в некоторой степени победители уже. Людям, которые давно обрели профессию, которую они отдают все свои силы. Мною всегда движет желание поесть. Артисты бедные и несчастные. Когда ты встаешь с дивана или с пляжа, ты понимаешь, что тебе нужно заработать денег, а потом поесть. Сегодня номинации «Артист года», «Писатель», «Спортсмен», а также номинация «Женщина года». Как вы думаете, почему женщина вынесена отдельно? Женщина – это очень серьезная профессия. Быть женщиной – это все равно, что желание поесть. В современном мире, в общем, мне хочется верить, что женщина так же, как и мужчина, может быть женщиной. Это, наверное, все-таки не проявление сексизма, как я смею надеяться. Есть человек, а есть женщина. Официальная позиция журнала GQ такова: женщина не должна иметь профессию. Женщина получает приз именно за то, что она женщина, за то, что она не мужчина. Вот она не мужчина. Каково вам быть женщиной? Неожиданно. Скажите, а быстро ли вы нашли свое призвание в жизни? Нашел. Но вы не скажете, секрет или нет? Нашел. И Какую? Такую. Так, а расскажите, а вообще каковы, всегда ли вы хотели заниматься музыкой и танцами, каковы издержки профессии? Всегда. То есть не было Всегда. других каких-то мечтаний в детстве? Всегда нет. Мечтаний нет. В детстве. Хорошо, спасибо. Всегда ли вы хотели заниматься тем, чем вы сейчас где вы занимаетесь? работаете? Сайт voz.ru. У вас такое умное лицо. Умное? Да, странно, что вы работаете в прессе. Глядя на вас, я, пожалуй, я бы сказала, но только не на лицо. Все равно видно, что вещи качественные, дорогие. Это ведь тоже можно определить. Просто нужно внимательно на это смотреть. Но главное – глаза. Что об этом говорить? Вот у вас голубые глаза. Давайте я в тосте буду говорить, какие у вас голубые глаза. Ну, голубые, такие у вас глаза. Или вообще, вот у вас есть глаза. В моих глазах отражается боль. Неужели моя душа и дальше будет болеть за даром? Нет, я должен стать писателем. Я не могу больше ходить с этим микрофоном. Если бы, к примеру, Лев Николаевич Толстой сейчас был бы жив, он стал бы журналистом. Ну давайте, да. Как-то уже, да, не осталось других вариантов. Так, согласны ли вы с тем, что талантливому писателю тяжело жить в России? Спросите, было легко какому-нибудь Фолкнеру или было легко Джойсу. Поспрашивайте Селлинджеру, найдите их и спросите. Писатель должен быть такой нищий, оборванный. Писатель обязательно должен страдать. Нужно великое страдание пережить. Общечеловеческие, что ли, страдания. Великое страдание. Писатель должен пострадать, чтобы тонко чувствовать чужие страдания. Поэтому, если он сам страдает, он начинает жить лучше. Жизнь, она и так доставит те страдания. Вот. У меня хорошее настроение. А почему? У меня есть диплом автослесаря, стропольщика. Не отказался бы на комбайне, к примеру, работать. Вот. Так может к черту эту литературу? Снять фильм. Я молодой начинающий режиссер, и в последнее время в России с кино некоторые проблемы. Oleg is a young Russian film director, and he says that he has some problems. Как вы думаете, что обязательно должно быть в авторском кино? Well, one thing I've noticed is that often people who start wanting to make films very young, they find material autonomous, stories at crossroads, children who are starting on a personal choosing paths. The stories are better. На перекрестке, когда молодые режиссеры находятся, они делают что-то очень важное, что я не смог перевести, к сожалению. В таком случае такой вопрос. Согласны ли вы с тем, что летающие чайники – это лучший подарок для Любоньки на день рождения? Well, Сначала хочется сказать, что имеет в виду, что он не слишком понял вопроса. И достаточно долго отвечал, что просто не выглядит дураком.
Есть много путей и вещей, которых знает этот человек. Он говорит, что, как вы, не выносит людей состоявшихся и состоятельных. Этих людей не должно быть, они должны умереть и страшной смертью быть убиты, распяты, возможно, четвертованы. Чтобы на земле, наконец, восторжествовала либерально-атлантическая диктатура. Ну а мы так и не узнали, как снять успешный фильм в России. Лично я написал сценарий по роману «Воскресенье» Толстого, ну просто адаптация. И мне сразу сказали, что это маловероятно поставить. Олег. Женя, да, простите. Не коммерчески невыгодно ставить классику, это к коммерсантам вопрос, наверное, я не в курсе. Вопрос не ко мне, это к наркологам или еще кому-то. Как сделать так, чтобы фильм имел успех не только у зрителей, но и на фестивалях? Чтобы выяснить это сегодня, мы пришли на премьеру фильма «Географ. Глобус пропил». Фильма, который выиграл Кинотавр, но все равно идет в кинотеатрах. Как вам фильм, во-первых? Как-то это странный вопрос ко мне. Я же продюсер его. Кино было государственным полностью, и поэтому были, такие классические запои в экспедиции, потому что, в общем-то, никто не торопился. И так далее. Есть расхожее мнение, что киношники часто пьют во время съемок, так ли это? Конечно. Глаз и всякое такое. То есть можно сказать, что водка одна из двигателей современного русского кино? Безусловно. Водка – это двигатель жизни. Вообще, почему у русских получается хорошо играть пьяных? На этот вопрос я вам отвечу песней. Мы спели эту песню! Давай, Веснушка! Давай долгий проигрыш. Веснушка! Моя последняя надежда — найти себя в музыке и музыку в себе. В какой момент вы поняли, что вы должны заниматься музыкой? Тот самый момент, когда я родился. Я думаю, что когда я родился, я сразу начал петь. Мы пришли на день рождения Кати Лель, но не с пустыми руками. Сейчас я исполню песню. Я волнуюсь. Сейчас. Ой. Раз, два. Раз, два, попробуй, попробуй. Я так не смогу. Женя, слышал? Я сам занимаюсь музыкой, хотел бы прочесть припев. Припев, как вы думаете, есть ли в нем смысл, содержание? Безусловно, безусловно. Такой бардовский немного жанр. Запутался и ничего не сделал. Я ничего не сделал и запутался. Нет ничего. Запутался, запутался. Запутался и ничего, и делать нечего. Как вы думаете, кто? Грустно. Как-то грустно. Хочется больше оптимизма. Но полюбит ли это народ, ведь он сам блуждает. Я думаю, что это абсолютный хит. Эта песня может иметь место, потому что в ней такой двоякий смысл. И показал мне эту ерунду, что ли? Нет, мне интересно ваше мнение. Просто. Мне вообще не интересно, это какие-то глупости. Стучаться нужно во все двери, и одна из них может быть открыта. Поэтому стучаться можно во все двери, и одна может быть открыта. Мне в этой жизни никто не помог. Ты же хочешь, чтобы было как лучше. Я вам прочту другое стихотворение. Да? Значит, такое стихотворение. Я бегал по двум лестницам. То по одной, то по другой. По одной меня не пускали, а по другой не было хода. Так я бегал по двум лестницам. Я бегал по двум лестницам. То по одной, то по другой. По одной меня не пускали, а по другой не было хода. Так я бегал по двум лестницам. Пока меня не остановили знакомые. Они спросили, что с вами? Они спросили, что с вами? Почему у вас такие грустные глаза? Если бы знал, сразу бы сменил. Ведь для бегания по двум лестницам
нужны совсем другие. Совсем другие глаза! Как вы думаете, какой настоящий философский смысл в этой песне? Настоящий именно. И желательно философский еще. Философский. Чувствовали ли вы себя когда-нибудь философом? Ну а кем вы в детстве хотели стать? Чем мечтали заниматься в детстве? В детстве хотела быть врачом-косметологом. В детстве я хотел стать физиком. Учителем стать безумно хотела. Ученым. Хотел стать в детстве художником. Я хотел быть теннисистом, я хотел быть футболистом. Я вообще хотел быть... я хотел... А кем вы хотели стать? Режиссером, затем писателем. Но я понимаю, что поздно. Ну, жалею, да. Наверное, из меня хороший бы врач получился. У меня есть сострадание, любовь к людям. И кем вы хотите стать теперь? Кем? Я уже пенсионер. Деревом. Скоро мы все станем деревьями. Забудем обо всем и наконец-то заживем спокойно. Деревом отлично, неплохо. Иногда я чувствую, что внутри меня растет дерево. Если дерево захочет, чтобы я им стал, я им стану. И тогда вы будете счастливы? Пожалуй, что нет.